друзья! С вами Дневники путешественников, и мы находимся сейчас в Армении, в Ереване. И несмотря ни на что, расскажем про несколько классных мест этого города. Поехали! И первое, о чем мы хотим вам рассказать, это большой каскад в Ереване. Подобного уникального, грандиозного сооружения нет ни в одной стране на всем постсоветском пространстве. С первого взгляда трудно определить его жанровую принадлежность. Это и не памятник, и не здание. Скажем просто, каскад – это своеобразное украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции, напоминающей огромную многоярусную пирамиду. Большой каскад – это система огромных лестниц, красиво соединяющих лежащие в низине центр города и жилой массив, расположенный высоко в горах. Все вместе это смахивает на эффектную модернистскую скульптуру гигантских размеров. Огромные лестничные проемы с фонтанами поднимаются вверх по склону, увенчанному обелиском возрожденной Армении. Строительство каскада было начато в 70-е годы, но так и не завершилось. По плану верхушка лестниц должна упираться в смотровую площадку Парка Победы, но до нее не хватает буквально 20 метров. Каскад расположен в самом начале улицы имени архитектора Таманяна. У подножия каскада стоит памятник Таманяну, склонившемуся над своим генеральным планом. А недалеко от памятника стоит забавная скульптура «Черный кот» известнейшего южноамериканского художника и скульптора Фернандо Ботеро. Также большой каскад используется как театр под открытым небом. Травертин, которым отделаны импровизированные трибуны, нагревается за день, а в вечернее время долго хранит тепло, поэтому совершенно безопасно для здоровья на нем сидеть. Именно таким образом проводятся в Ереване многочисленные джазовые фестивали и концерты под открытым небом для всех желающих. Улица Абовян. Она начинается от самого центра города, от площади Республики. В 20-е годы началась реализация градостроительного плана архитектора Таманяна. Весь город был перестроен, но улицу Абовяна не тронули. Этот кусочек старого дореволюционного Еревана – единственное место, где сохранились здания 19 века. И царит особая аристократичная атмосфера. Тут находится памятник ереванскому цветочнику Карабале, который, согласно легенде, всю жизнь был влюблен в красавицу-актрису и каждый день дарил ей цветы. Несмотря на то, что Ереван стремится стать европейским городом и проводятся многочисленные строительные работы на улицах Еревана, тут же пока что осталось много мест, вызывающих восхищение. Вряд ли можно встретить человека, который взглянул бы на улицу Абовяна и не сказал бы: «Я хочу здесь квартиру». Ну вот мы и добрались до моего любимого места в Ереване. Это Вернисаж. Он находится в 2 шагах от центра города, от площади Республики. Это огромная ярмарка. Художники, мастера, ювелиры, швеи и гончары приносят сюда свои удивительные работы. И каждую субботу и воскресенье с 10 утра тут можно приобрести любые понравившиеся сувениры и произведения искусства. Если вы желаете приобрести себе что-нибудь на память об Армении, смело отправляйтесь на Вернисаж, так как вы вряд ли оттуда уйдете с пустыми руками. Здесь продают картины, украшения, изделия из дерева, магниты, музыкальные инструменты, национальные сувениры, ковры, костюмы, полудрагоценные камни, раритет и многое-многое другое. Вернисаж – это удивительное место, которое стоит обязательно посетить всем туристам. Не хватит и целого дня, чтобы рассмотреть и ознакомиться со всеми уникальными и колоритными произведениями армянских мастеров. Будете в Ереване, обязательно приходите сюда, и вы унесете массу ярких и незабываемых впечатлений.